Польское радио на русском. В ближайшие 50 лет население России сократится на 25%. Главное управление разведки Украины обнародовало закрытые демографические данные, которые им удалось раздобыть. Главная причина, по данным украинской разведки, война, из-за которой Россия потеряла уже около 1 миллиона своих граждан. Но может ли это остановить Путина? Очевидно же нет, считает российский оппозиционный журналист и публицист Виктор Шендерович. По моим наблюдениям, нет никакого переговорного процесса. Путину не нужен мир. Путин договорился с Трампом, да, и он получил карт-бланш на продолжение войны. Ситуация драматическая, потому что пока будет Путин, будет война. Даже если будет перемирие, то это будет только означать, что это перемирие перед следующей войной. Ему совершенно недопустим мир. В мирное время он перестает быть, собственно, главой. Ему нужна война, и он продолжает войну. Пока будет карт-бланш на продолжение войны, будет война. Он не победит Украину. Украина никогда не будет больше под Россией. Именно Путин сделал все для того, чтобы окончательно оторвать Украину от России. В этом смысле парадоксальным и трагикомическим образом именно Путин разрушил русский мир. Именно Путин сделал так, что словосочетание «русский мир» ассоциируется не с Пушкиным, да, и Серебряным веком, да, а ассоциируется с ним самим, с Кадыровым и прочей мерзостью. Он не завоюет ни Киева, ни Харькова. Единственное, что он может, а это он может, и он это будет делать, он будет продолжать терзать Украину, пока ему мир будет это позволять. Пока мир позволяет, я думаю, что нас ждут 1,5-2 года до какого-то момента перелома. Остановить войну может только поражение, военное поражение Путина, военное поражение путинской России. Действия российской власти понятны. Еще большее закручивание гаек. А что же российская оппозиция? Что может она в это время? Почему она не объединяется перед лицом усиления путинского режима? Это давно больно наблюдать. Я 20 лет назад вместе с моими товарищами организовывал комитет 2008, так называемый, в Москве, задача которого была проведение честных выборов в 2008 году, чтобы в 2008 году Путин перестал быть президентом России после своего второго срока. Все это закончилось, так сказать, поражением политическим. Сегодня в России нет политической оппозиции. В европейском смысле слова оппозиция – это политическая партия или движение, да, блок, который собирается прийти к власти на ближайших выборах. В России не может быть никаких выборов, в России не может быть никакой. В России нет политической оппозиции в европейском смысле слова. Власть Путина рухнет не в результате выборов, не в результате действий оппозиции. Есть некоторое количество замечательных людей, есть нравственное сопротивление и внутри России, и снаружи. То, что может реально сделать те люди, которые символизируют сегодня русскую оппозицию, они могут, полагаю, что в их силах некоторое лоббирование, да, они могут что-то объяснять, они могут заниматься, пробивать обмены с заключенными, они могут улучшать положение абсолютно маргинализированных, несчастных россиян, выброшенных вон из России. Они маргиналы и в России, и в Европе. Без прав, без статуса, без прав, без документов. Да, иногда их депортируют и возвращают, так сказать, в лапы Путину. Вот это то, в чем может помочь сегодня русская оппозиция. Политических перемен в России от русской сегодняшней, так сказать, зарубежной диаспоры не стоит. Это напрасное ожидание. Власть меняется, всегда меняется только в самой стране. И власть изменится, когда изменится что-то в России. Какой может быть Россия после Путина? Мнение Виктора Шендеровича особенно интересно и потому, что еще в начале 2000-х годов в своем сатирическом мультфильме «Куклы» герой, похожий на Путина, сказал фразу, которая сегодня звучит везде в России. «У нас нет войны, у нас спецоперация». Так не получится ли Россия после Путина? Это такой своеобразный коллективный Путин. Мы же проходили это на прошлом историческом витке. В конце, в каком-то Черненко в 1984 году казалось 70 лет советской власти, да, что все выжжено, да, что несколько лучших человек выброшено вон из Советского Союза. 95% нерушимый вы не застали. Нерушимый блок коммунистов и беспартийных, все рухнуло в 3 дня. Да? Как только меняются правила игры политические, определяет элита. Как только сменится элита, она сменится, боюсь, каким-то совершенно нелегитимным образом, или просто кто-то сдохнет, да, в берлоге.
Но когда мы знаем по русской истории, когда вздыхает тиран, особенно после поражения военного, происходят перемены, происходят реформы. Те же самые люди, тот же самый народ, вдруг там внутри, да, находятся другие силы. И мы помним, как 1984 год советский и 1989 год советский, 5 лет между ними, это те же люди, это тот же советский народ, но это совсем другая страна. Уверяю вас, что когда каким-то образом рухнет, собственно, режим, то обнаружится, что есть люди и есть силы. Когда говорят о русской ментальности, надо понимать, что это очень лукавое рассуждение, потому что в русской ментальности и в русской истории, и в русской традиции и Новгородская Вече, и Малюта Скуратов, и Шариков, и профессор Преображенский, и Суслов, и академик Сахаров, да? Точно так же, как в любой, в любой культуре и в любой государстве. Вопрос в том, кто элита. Сегодня элита, Путин и Кадыров, лучшие, самые замечательные люди, маргиналы или так сказать, да? Как только положение поменяется и страна, уверяю вас. Не сразу, щелчком ничего не будет. Но очень важно, чтобы поскорее начался этот процесс. Возможен ли сценарий распада России? Шендерович считает, что нужно искать ответ в истории самой России. Это вопрос истории, просто минимального знания истории. Такая страна, как Россия, многоконфессиональная, многополиэтническая, да, такая огромная страна, как Россия, по примеру Америки, Канады, она может существовать либо в условиях свободы, федерализма, реального федерализма, как существует Америка, состоящая из 50 очень разных, государств, да? Либо свобода, либо это распадается, это не держится, то есть пока это держит дивизии НКВД, как держали при Сталине, да, то они могут. Как только кончаются дивизии НКВД, единственное, что может сохранить страну, это свобода. Россия либо через какой-то мучительный процесс, но тем не менее вернется к теме свободы и федерализма, тогда есть шансы небольшие сохранить. В тех границах, я думаю, нет. Все равно границы изменятся. Что-то отпадет и так далее. Много что-то может. А вот много ли отпадет, зависит от того, успеет ли Россия, вернуть практику свободы. Шанс есть. Ничего не запрограммировано. Если нет, попытка удержать Россию в границах без свободы через какое-то время закончится распадом. Я сформулирую так. К распаду России сегодня ведет Путин. То есть Путин делает все для того, чтобы Россия распалась. Для того, чтобы этот триколор над какой-то территорией был проклятием, а не счастьем. Пока распад России не просматривается, но наблюдающаяся потеря ее влияния в мире и контроля над территориями, которые когда-то были в орбите Москвы, это первые предпосылки ослабления Кремля. Польское радио на русском. Это подкаст «Главное. Действительно о важном». О том, о чем необходимо сегодня знать.